во всем виновато ужасное русофобское правительство. Такую идею очень часто можно услышать из уст русскоязычных жителей Эстонии, и не нужно даже далеко ходить. Достаточно открыть просто любую статью с подобной тематикой, и открыть комментарии, и вы увидите десятки комментариев, написанных по подобному шаблону. И сводится всегда все к тому, что в Эстонии ужасное нелегитимное правительство, которое всеми силами пытается навредить России путем выстрела себе в ногу, и делает это, конечно же, ради подачек со стороны США и Евросоюза. Порой складывается впечатление, что люди, которые пишут подобные комментарии, соревнуются между собой в том, кто напишет наиболее абсурдный, потому что чем больше логических несостыковок и противоречий, тем лучше. И спорить с этими людьми достаточно бесполезное занятие, потому что годы просмотра телевизора выжигают любую мыслительную деятельность у любого, кто попадается ей на пути. Гораздо интереснее попытаться разобраться в том, как именно эти люди мыслят. Проблемы с логическими связями начинаются с самого начала, потому что, как следует из слов любого диванного эксперта, Эстония, конечно же, просто продается США и Евросоюзу. Однако, обычно из тех же самых комментариев складывается впечатление, что жизнь в Эстонии параллельно этому становится только хуже. Из этого следует то, что, видимо, продается не Эстония, а какие-то конкретные политики. И особенно часто упоминается главная русофобка страны Кая Каллас. И тогда напрашивается логичный вопрос: почему Кая Каллас не находится на скамье подсудимых? Наверное, у нас просто какой-то ужасный продажный суд. Но тогда мы берем любой рейтинг верховенства права, например, World Justice Project, и внезапно оказывается, что в рейтинге верховенства права Эстония находится на почетном 11 месте. Тогда, наверное, рейтинг тоже продажный. Но при этом всем мы листаем дальше, и оказывается то, что США находится на 27 месте. Так как так вышло, если рейтинг продажный, то что микрогосударство в 250 раз меньше, чем США, купило себе в рейтинге место на целых 16 позиций выше? Да и в целом сама идея подкупа чиновников тоже поддается небольшому сомнению, потому что, опять же, берем любой индекс восприятия коррупции и узнаем, например, из индекса Transparency International, что Эстония находится в нем на 13 месте, в то время как, опять же, США, которая нас всех покупает, находится на 27 месте. И обычно русофобию ужасного правительства связывают именно с коррупцией. И тогда сразу встает логичный вопрос. Хорошо, коррупционное правительство, за кого тогда нужно голосовать? И внезапно оказывается, что половина жителей Эстонии голосует за центристскую партию. За партию, которая больше всего известна своими коррупционными скандалами как на уровне государства, так и на уровне города. Также центристская партия известна тем, что до начала войны в Украине они абсолютно ни секунды не стеснялись сотрудничать с Единой Россией и ходить на пропагандистские передачи вроде «60 минут», где любимчик русского избирателя Михаил Кылвард стоял и жаловался русскому избирателю на то, что ужасное государство не может справиться с вакцинацией. И это при всем том, что на тот момент уже 2 или 3 года подряд Министерством здравоохранения управлял Танель Кик, который является его однопартийцем. Другое крайне популярное мнение заключается в том, что эстонцы такие искренние русофобы, которые просто ненавидят русских. И главным антагонистом, конечно же, опять становится премьер-министр Кая Каллас. И если в случае с коррупцией всегда можно сказать, что, наверное, мы просто не знаем всех этих подковерных игр как обыватели, то, наверное, в случае с открытой ненавистью нужно иметь какие-то конкретные примеры. На деле же мы видим абсолютно противоположную картину, когда самая главная русофобка страны ходит на русскоязычное Радио 4 и дает главному русскоязычному ведущему Андрею Титову каждый месяц интервью, где подробно отвечает на любые его вопросы, даже самые неудобные. И за примером даже не нужно далеко ходить, потому что полгода назад на этом канале выходило видео про женщину в эстонской политике, и одним из гостей была та самая Кая Каллас. И о том, что интервью будет взято не на эстонском, а на английском языке, она узнала буквально за 2 минуты до начала. Премьер-министр, зная то, что я русский, дает мне интервью на английском, не задавая лишних вопросов. Артем, aga suur vabandust, et seekord me filmime inglise keeles. Не пытаясь меня ущемить в том, что почему ты меня спрашиваешь вопросы на английском, а не на эстонском. Мы находимся в Эстонии. Даже на таком уровне я не чувствую никакого ущемления. Где та самая пресловутая русофобия? А скорее всего люди видят ее в агрессивных высказываниях в сторону России и в сторону Владимира Путина. И это особенно забавно, когда половина русских во всем мире пытается максимально откреститься от Путина, и Россия придумывает паспорт хороших русских, выходит из гражданства, пытается получить вид на жительство вне России. Другая часть русских оскорбляется от того, что кто-то что-то сказал про Путина, как будто бы
Путин это Россия, а Россия это русские. На моей памяти только самые маргинальные политики из партии ЭКР позволяли себе какие-то оскорбительные и уничижительные высказывания в сторону местных русскоязычных жителей. И именно с этими самыми маргинальными политиками центристы ни на секунду не постеснялись вступить в коалицию. И, конечно же, сразу прибежали защитнички русских, Яночка Том и Михаил Кылвард. И, конечно же, ужасно осудили этот предательский нож в спину. Вот только когда дело дошло до выполнения каких-то своих реальных обещаний, единственным, кто сдержал свое слово и вышел из партии, из видных политиков, был Раймонд Кальюлайд, этнический эстонец и брат тогдашнего президента Керсти Кальюлайд. А Яна Том в это время искала лишь все возможные оправдания для того, чтобы этого не делать. Когда в 2019 году стали известны результаты выборов, партия Реформ, как и социал-демократы, в принципе отвергли любую возможность формирования правительства вместе с партией ЭКР. Так как же так в очередной раз оказывается, то, что ужасные эстонцы, которые нас ненавидят, находят в себе честь и совесть, а главные защитники русских забывают высказывания о паразитирующих тиблах и оправдания нацизма буквально через пару недель после того, как получили новые кресла. Но ведь действительно после развала Советского Союза все производство было закрыто. Да, как в принципе и во всем постсоветском пространстве. Но произошло это не из-за того, что ужасные латыши, эстонцы и литовцы хотели навредить русским, а из-за того, что наследство этой якобы великой империи было просто абсолютно неконкурентоспособно со всем развитым миром. И условный некогда величавый Кренгольм был закрыт из-за того, что производство ткацких изделий в Европе это слишком дорого, и все производство давно уехало в Азию. Балтиец проиграл конкуренцию своим западным конкурентам в цене и качестве, а добыча сланца закончилась потому, что во всей Европе начался зеленый поворот. И что-то мне подсказывает, что депутаты Европарламента, которые проголосовали за эту инициативу, даже не догадываются о таком регионе, как Идавирума. И сделано они это точно не потому, что они хотели навредить местным русскоязычным жителям. И я отказываюсь верить в то, что люди верят в то, что сами озвучивают, потому что у нас достаточно высокообразованное общество, и сложно поверить в то, что люди не слышат сами тех самых противоречий, которые они озвучивают и которые пишут. Как мне кажется, ответ скрывается в другом. Просто люди, которые обнаружили себя после развала Советского Союза ненужными, не могут сами себе признаться в том, что только они виноваты, что они не смогли состояться в своей новой жизни. И ужасное русофобное правительство, которое вставляет палки в колеса русским, это всегда очень удобное оправдание для того, чтобы спихнуть на кого-то ответственность. Вот только это все больше похоже на какой-то кризис среднего возраста, который длится десятилетия. И взрослые люди, вместо того, чтобы подумать над тем, что именно они делают в своей жизни не так, складывают и спихивают всю вину на то, что просто их кто-то не любит, им кто-то обязательно мешает. Ужасно эстонцы развалили все производство. Вот только когда мы начинаем смотреть подробнее, оказывается, что на месте одного закрытого производства появилось несколько новых. И не просто несколько новых для галочки, как было в Советском Союзе, а несколько новых, которые действительно востребованы во всем мире и которые действительно могут составить конкуренцию ведущим мировым компаниям. Короткий список. Есть у нас роботы Starship, которые уже 7 лет катаются по всему миру от Таллина до Калифорнии. Лучшие велосипеды Ampler, одни из лучших электросамокатов Айке, беспилотные автобусы Auetech, беспилотные роботы для военных целей Millennium Robotics, боевые беспилотники Treot Systems, переговорки Cylon, умные сауны Hum, системы охраны границы DevSec Intel и многие другие стартапы, которые даже, может быть, что-то не производят, но составляют конкуренцию на мировой арене. И в то время как весь мир восхищается эстонскими экономическими свободами и восхищается возможностью открыть новые рабочие места в интернете за 15 минут, у нас до сих пор есть огромная часть населения, которая на полном серьезе оправдывает все свои какие-либо неудачи тем, что ужасное русофобное правительство лишает их работы. И напрашивается логичное решение, что ведь если не будет никакой границы между эстонскими и русскими, то и не будет никакой почвы для вот этого самого разделения, для вот этой самой сегрегации. И на данный момент единственным поводом и единственным вот этим атрибутом, по которому можно разделить русских и эстонцев на самом деле, это знание или незнание государственного языка. И
У нас есть возможность для максимально мягкой, бесшовной интеграции, ведь если дети с самого детского сада будут учиться на эстонском языке, в их жизни никогда не наступит тот самый момент, когда они узнают внезапно то, что они живут в обществе, языка которого они не знают, и то, что они не могут поступить в университет или получить какую-то работу из-за незнания государственного языка. Но вместо этого люди продолжают сохранять вот эту пресловутую до банальности глупую стабильность и говорить о том, что лучше мой ребенок не сможет поступить в университет или лучше мой ребенок не сможет найти себе работу, чем он пойдет учиться на этом никому не нужном языке, который вот со дня на день отомрет. И подробнее о переходе образования я уже говорил и писал в других материалах, но если пересказывать мысль вкратце, то когда вы голосуете за центристскую партию, которая является единственной партией, которая выступает за сохранение русскоязычной школы, вы лишаете своих детей будущего. И делаете вы это не из заботы и уважения к ним, а делаете вы это ради сиюминутного комфорта. И мусолить тему сохранения русскоязычного образования центристы будут до бесконечности, потому что очень удобно, создавая проблемы, симулировать их решение. Очень удобно лишить значимую часть общества интеграции и образования, а потом продавать им вот эти простые силуэты, где все очень просто и понятно. Мы хорошие, они плохие, мы за вас беспокоимся, они вас просто ненавидят. И можно это даже делать параллельно, вступая в коалиции с людьми, которые оправдывают нацизм. Это совершенно не важно, потому что на вот этом поле популизма ты остаешься единственным, кто продает псевдозащиту и мнимый комфорт. И, к моему большому сожалению, я сам являюсь жертвой центристской партии, и, как и многие мои ровесники, до 9 класса я жил в полной уверенности того, что эстонский язык не нужен, в Ласномяе все говорят по-русски, мои друзья все говорят по-русски. Вообще, если что, со всеми могу объясниться на английском. И с каким же удивлением я для себя обнаружил в 9 классе то, что, оказывается, теперь я не могу поступить в университет, потому что для того, чтобы поступить в университет, нужно сдать эстонский на 75 баллов, а я его еле-еле с трудом сдал на 51. И опять же, можно сказать, что, наверное, я просто дурак и сам виноват. Но при этом всем половина выпускников наших школ не могут сдать эстонский даже на B2. А B2 является достаточно примитивным уровнем языка. И уже в сознательном возрасте теперь я должен доучивать то, что, по идее, я должен был выучить еще в школе, и то, что мне должна была дать система образования. И все-таки что-то мне подсказывает, что русофобия — это не когда Кая Каллас осуждает агрессию Российской Федерации и называет Путина диктатором. Что-то мне подсказывает то, что настоящая русофобия — это когда местные псевдозащитники русских в каком-то своем популистичном угаре продают будущее местных русскоязычных детей за места в парламенте. И настоящая русофобия — это когда вы, прикрываясь тем, что вас не любят эстонцы, продолжаете лишать своих детей будущего.